Мое детство прошло в религиозной семье, при церкви, работала в храме, продавала церковную утварь, иконы. Моя мама знает, чем я занимаюсь. Я ей сказала: мама, а знаешь, такая вот золотая жила есть, мужчину не жать за деньги. И пришло как сразу осознание, что вот я госпожа. Я просто пробовала какие-то вещи из БДСМ-тематики. Ко мне пришел кавказский молодой парень. Потом он ко мне, кстати, приезжал всегда в женском белье. Своей девушке, она об этом не знала. Тогда, наверное, мне это понравилось. Я здороваюсь, он несет в зубах мне дань, либо переводит на карту на коленях, и мы приступаем. Ходят и дедушки, и мальчики. Каждый раз, когда меня спрашивали там в детском саду, в школе, даже в колледже, кем я хочу быть, я всегда слушала, что говорят другие люди. Там, в садике кто-то говорил, там, художником, космонавтом. Я просто повторяла, потому что я не знала, кем я хочу быть. Вот, у меня, в принципе, было такое смазанное ощущение, кто я есть, что меня характеризует, что мне нравится. Я просто пробовала разное. Вот мне нравилось рисовать, там, нравилось проявляться как-то, скажем, по-актерски, какую-то роль играть не в плане в каких-то сценках, а в жизни. Просто вот поведу себя так, посмотрю на реакцию человека, поведу себя иначе, посмотрю на реакцию. Лет в 12, когда я увидела свое первое порно, как-то все пришло к тому, что мне начало нравиться гей-порно. Вот, и как мужчины дерут друг друга. Вот. А потом я начала отношения со своим одноклассником. Вот, было мне 15 лет. Мы провстречались почти 3 года. И, наверное, наш такой эксперимент после классического секса это был стропон в его сторону. И как-то вот так. Как ты его уговорила? Я его не уговаривала, он сам мне предложил такое. Я подумала: вау, это мэтчится с порно, которое я смотрела, я могу себя почувствовать в активной роли. Я была не против попробовать. Но у нас получилось как бы так, довольно смазанно и непонятно. Вот, но все равно первый опыт был таким добровольным и с нотками такого интереса подросткового. В дальнейшем ты привлекала мужчин, которым нравилось твое доминирование? Я помню, что я завершила свои отношения долгие и решила как-то немножко развеяться, зарегистрировалась там на Тиндере, на Баду, вот, и познакомилась с молодым человеком, с которым сразу такой коннект появился, какого-то сексуального вайба, какой-то переписки, при этом не пошлое, но вроде как бы он так и себя скинул, там, и прессик свой, и как бы себя показал. И я потом что-то упомянула, что я купила портупеи. Он говорит: а можно померить? Вот, и он надел эти портупеи кожаные, вот, и так как-то, не знаю, начал себя вести так немножко женственно. Такая на него посмотрела и думаю: это мой вариант. Вот, и потом он ко мне, кстати, приезжал всегда в женском белье. Своей девушке, кстати, она об этом не знала. Тогда, наверное, мне это и понравилось. Так происходит в жизни, что ты несешь такой вайб, и к тебе тянутся люди, которым этот вайб подходит, так или иначе. И так происходило, что и мои отношения, и какой-то сексуальный опыт строился с теми людьми, которые были не против такого. Вот. Я просто пробовала какие-то вещи из БДСМ-тематики, из тематики доминирования, вот, и постепенно привело меня к тому, что я уже госпожа на коммерческой основе, а не как раньше я просто баловалась. Давай объясним зрителям, кто такая госпожа в БДСМ-тематике. Госпожа — это образ доминантной женщины, которая доминирует над нижними, скажем так. Нижние госпоже подчиняются. Есть различные практики и разные степени доминирования над нижними, соответственно. Чем ты занималась, как ты зарабатывала деньги до того, как ты стала госпожой? Это очень интересно. У меня много сфер, где я работала. Наверное, самое интересное — это я работала в храме, продавала церковную утварь, иконы, Да свечки и ладно? так далее. Вот так. Как вообще все резко и кардинально поменялось? Но мне тогда было... Тогда я еще не стропонила своего парня, когда я работала в храме. Вот. Ну, в принципе, мое детство прошло в религиозной семье при церкви, и поэтому я
сейчас могу прийти и спеть какое-нибудь песнопение, молитву Ты прочитать можешь сейчас наизусть. спеть О, что-нибудь? нет, могу в хоре спеть, но насчет своего слуха я не уверена, чтобы так прям соло. Вот. Ну, в общем, я в религиозной семье росла, и, возможно, кстати, из-за того, что многое мне запрещалось, многое табуировалось. Если на меня посмотреть без этого костюма, то на мне много татуировок, вот, что, я думаю, являлось таким отчасти подростковым бунтом и призывала моих родных обратить внимание на то, что я не такая, как они. Вот. И мне, в принципе, нравились какие-то вещи, табуированные какие-то вещи, которые я могу попробовать со своим парнем, которые он там вряд ли попробует с кем-то другим. Вот, и как-то так. Ну, еще я работала там в магазине, фотографом. Ну, это такое больше, наверное, не очень интересно, как в храме. БДСМ это грех? Я сейчас не считаю себя религиозным человеком, но если говорить с точки зрения христианства, православия конкретно буду говорить, то м, такие вещи, наверное, сексуальные, которые вызывают очень сильную вовлеченность и сильную страсть, это грех. Ты сейчас не ходишь на исповедь. Нет, Не было желания. нет. Ну, я бы, может быть, исходила как ностальгия. Но я думаю, что это немножко лицемерно так посещать, поэтому нет, не хожу. Как ты впервые попробовала эту тему, но за деньги? Как эта мысль вообще родилась? Я тогда работала фотографом в баре и хотела переехать за границу. Вот. И мне нужно было за короткие сроки накопить как можно большую сумму для того, чтобы ну, была какая-то финансовая подушка. Вот. И я зарегистрировалась на сайтах, где просто прописала практики по доминированию, и мне начали писать люди. Все. Тебе было страшно впервые встретиться с клиентом? Да, первое время всегда страшно. Сейчас тоже присутствует волнение, потому что ты человека не знаешь, какую обратную связь он будет выдавать и так далее, потому что, ну, мужчина всегда сильнее меня, это понятно. Поначалу я, в принципе, из-за того, что мне нужны были деньги, я никому не отказывала и обретала такой опыт, ну, осознавала какие-то красные флаги на будущее, которые, ну, точно говорят о том, что человек неадекватный. Вот, ну прям сильных неадекватов мне не попадалось, ну просто было некомфортное взаимодействие, и на дальнейшее я понимала, что если человек, например, в переписке ведет себя тем или иным образом, скорее всего, в жизни мы встретимся и будет не совсем комфортно. Вот. Расскажи про свой первый платный экспириенс. Как это было? Ты волновалась? Ты зафакапила сессию? Я помню, что как только я создала анкету и прописала там свои практики, я туда указала свою основную телегу, даже не какую-то специально созданную для этого. Просто у меня там стояла милая фотография, и мне написал молодой человек о том, что он хочет вот такие-то, такие-то практики. Он был очень четкий в изложении того, что ему нужно. Вот. И он мне сказал: я вижу, что ты только начала этим заниматься, потому что ты даже оставила свою основную телегу. Вот. И мне очень интересно как бы посмотреть, как это будет в реале. Вот. Но первый не он ко мне пришел, там параллельно записался другой человек ко мне. И я очень удивилась тому, что ко мне пришел кавказский молодой парень, который пришел на стропон, и в момент, когда он зашел, ему там что-то позвонили друзья, и он таким тоном, довольно мужественным, сказал: да, пацаны, что-то сейчас буду полчасика, решаю вопросы некоторые, скоро буду. Вот, я такая думаю, ну, хорошо, что полчасика, а не час. Вот, и при этом он ну, такой был довольно мужественный, я бы на него никогда в жизни не подумала. А взаимодействие было суперкомфортное. Вот, а потом пришел тот парень, который мне первый написал с этого сайта. Он тоже был очень комфортным, молодым и милым. Поэтому первый опыт был приятным вот таким вот. Ты уже шла к своим клиентам подготовленная. Кроме того опыта, который у тебя был с любимыми молодыми людьми, где ты черпала знания? Потому что такой информации в открытом доступе, конечно же, нет. Я не очень люблю теорию, я не люблю вот эти все там курсы, сайты, гайды и так далее. Я считаю, что вот есть я, есть мои актерские какие-то таланты, возможно, да, заложенные во мне. Я могу отыграть просто эту роль. На начальном этапе, когда я не знала какие-то практики, и мне писали о том, что я хочу вот эту практику, я такая: так, в интернет, что это за практика?
Все, я могу ее уже сделать. Это несложно. Вопрос в том, что как ты будешь держаться в этот момент. В основном эта сфера — это про то, как ты держишься. Даже если какой-то нюанс, как ты плеткой не так ударишь, это не важно. Важно, что ты при этом остаешься госпожой, а не девочкой, которая: ой, я сделала не так. Вот и все. То есть все ролевые практики — это больше про артистизм, некоторую театральность и умение погрузить человека в предполагаемые события. Я думаю, что да. К тебе ходят взрослые, такие серьезные мужчины или молодые мальчики? На самом деле очень по-разному ходят и дедушки, и мальчики, первокурсники. Вот, 2005 год зачастил в последнее время. Я не знаю, какая-то мода у них пошла. Год рождения, да? Да, год рождения. Какая-то мода пошла у них на 50 оттенков серого. ну, на ножки. Сначала слайда они начинают. Есть такая смелость у них. Это попробовать, потому что я в свои 19 лет, помню, я не могла с партнером четко обсудить какие-то детали, испытывала стеснение, они вот так вот могут взять и прийти с такими нестандартными порой запросами. Более зрелые люди чаще всего, более четко уже понимают, что им нравится. Вот. Юные начинают с лайта, что-то пробуют, в следующий раз приходят что-то чуть поддобавить. Ну вот так. Скидку по студенческому делаешь? Нет. Красавчиков много. Ну, симпатичные есть, да. Среди твоих клиентов только мужчины или есть женщины тоже? 99 и там 8, наверное, процентов это мужчины. У меня был опыт, когда это были пары. Вот, но это парный эксперимент, это не сама девочка пришла. Вот. Такого, что приходили прям на доминацию девушки, такого у меня не было. Мы с тобой начали делить категории твоих клиентов, да? Какие вообще они бывают? По фетишистской тематике, наверное, самое лайтовое — это фуд-фетиш. Вот. Даже в фуд-фетише есть такое усиление доминантности, как, например, гаггинг — это прям трахать рот ногой. Вот, есть фуд-фетишисты, которые просто лижут там пальчики, лижут ножки, они такие милые, и ты к ним даже не обращаешься, там, уёбок и так далее. Вот, а есть люди, которые приходят на уёбка, на плётки с точки зрения какого-то мазохизма, и они даже предупреждают о том, что я буду кричать, я буду плакать, но это не стоп. Вот. При том, что у тебя человек кричит и плачет, и ты ему очевидно, что причиняешь боль, что ты чувствуешь в этот момент? Просто помню о том, что он сказал, что это не стоп. Ну, какой-то эмпатии, там, жалости я не испытываю. Но если человек за этим пришел, значит, он осознанно такую цель имеет. У меня был нижний с синдромом Туретта. Я не понимала сначала, что у него такая ситуация, и почему он такие гримасы странные выдает. Я его спрашиваю: тебе больно? Он говорит: нет, все кайф. И продолжает выдавать какие-то странные эмоции. Вот, потом я поняла, в чем дело. И вот с ним была ситуация, что он в моменте, я не знаю, как-то переключился и говорит: ты ж моя солнышко, ты ж моя маленькая, обними меня. Типа такого. Но я ему сказала: так, все, мы заканчиваем. И он такой: нет, все, мы действуем по плану. Соседи никогда не жаловались, не вызывали полицию? Прекрасная история у меня есть. Приезжала я как-то в Москву и остановилась в отеле, где слышимость ни к черту. Вот. И пришел ко мне мой нижний на практику. И, значит, я его такой прям крупный мужик с таким басом. И, значит, он стонет, ночь на дворе. Стук в дверь. И девушка за дверью говорит: я, конечно, понимаю, что массаж — это очень приятно, но можно, пожалуйста, потише? Ну, мы посмеялись в ответ. Все. Ты морально не устаешь от таких историй? Но в таком случае час проходит, отдыхаю. Вот и всё. Ну, я быстро от этого восстанавливаюсь. Ну, то есть это не то, что меня прям опустошает. Ну, от этого можно устать, как и от любого, наверное, взаимодействия с людьми, тем более такого в сексуальном ключе, в фетишном ключе. Конечно, устаешь, бывает. Всё. И сколько таких сессий ты можешь провести за день? Ну, жестких, именно с точки зрения, насколько меня хватит или сколько их бывает? Нет, насколько тебя хватит? Насколько меня хватит, я думаю, на сессии 4. Вот так вот. И сессия длится по часу где-то? Ну да, где-то так. Ну, кто хочет прям дольше, но это хард. Это хард. Расскажи, пожалуйста, про подготовку к сессии. Да? Пришел новый клиент, и вы, наверное, обговариваете сценарий.
Обычно это обговаривается в онлайне. Вот. Я четко всегда спрашиваю, что человек хочет и чего не хочет. Вот. И с пониманием этого я уже знаю концепцию, как по определенным фетишам работать. Вот. То есть я понимаю, что если это фуд-фетиш, то это так. Если это там стропон, то это так. Если это булбастинг это бить по яйцам, то это вот так происходит, да, и там в обуви, без обуви и так далее. Если там человек просит ботинки, то это будет, скорее всего, жестче, да. Вот, я это все понимаю, и, в принципе, обсудив какие-то предпочтения, уже понятно, насколько жестко человек хочет. Вот, ну и они это сообщают обычно вдобавок. И все, в принципе, он приходит, я здороваюсь, он несет в зубах мне дань, либо переводит на карту на коленях, и мы приступаем. Значит, так, Пусики. Мамочка была на шопинге. 21 тысяча чек, оплачиваем. Проведем с подругой 2 госпожи в Амриал. Не упусти такой шанс, плюс. Мил, сколько скидывают? Самое большое, наверное, что... Ну, это было не одним переводом, я имею в виду от одного подписчика нижнего, это было 180 тысяч. За раз? Ну, за промежуток общения в течение там часа или что-то такое. Если я правильно понимаю, это уже элемент финансового доминирования. Да. И есть у тебя поклонники этой фишки? Да. Раньше я не понимала, как это делать. Вот. Но потом, как будто бы, я не знаю, что поменялось, по щелчку пальца я просто поняла, как это делать и как взаимодействовать с людьми, которые приходят вот с такой целью сдаить деньги госпоже на карту и что-то получить взамен. Или кто-то приходит не для того, чтобы получить что-то взамен, они просто скидывают и говорят: госпожа, я недостоин какого-то поощрения. Это просто вам. Это ваши деньги. Вот, есть такая категория людей. Есть категория людей, которые приходят за игрой, за интерактивом. Они скидывают деньги и изначально обсуждаете там фетиши какие-то, да? И по этим фетишам можно бесконечно долго играть. Человек, который готов скидывать деньги, он готов играть по своим фетишам, платить за отдельные видео, за, я не знаю, за кружочек с ножками, с носочками гораздо больше, чем стоит этот вирт. Он приходит с этой целью. Вот. И поэтому невозможно забрать деньги у того, кто не хочет их отдать. Тот, кто приходит с целью отдать красивой девушке свою зарплату, с тем просто нужно правильно играть, подобрать к нему ключик. Мамочка поехала в магазин за покупками радовать себя. А твоя задача, пес, не на карту, чтобы я тратила больше и больше. Дай совет тем девушкам, которые нас посмотрят, что нужно сделать, чтобы их молодой человек начал тратить на нее деньги. Я думаю, что если молодой человек не тратит на нее деньги, он не начнет тратить на нее деньги, я так считаю. Вот, если изначально вы встречаетесь с человеком, который, ну, там, либо скупой, либо он мало зарабатывает, ну, либо какие-то другие факторы, и он, либо он не считает нужным тратить деньги. Вот как у меня был партнер, которому я намекнула, даже не прямо сказала о том, что я бы хотела знака внимания в форме букета цветов, на что он мне сказал: цветы — это элемент роскоши, я не считаю нужным дарить цветы. Вот, поэтому человек, который не хочет, его не нужно менять. Нужно, если есть такая потребность в богатом мужчине, значит, нужно искать богатого мужчину, а не делать из человека, который мало зарабатывает и не хочет дарить, не делать из него того, кем он не является. Либо принимать его таким, какой он есть, либо искать другого. А в себе нужно что-то менять? Я думаю, что дарят требовательным. Я думаю, что дарят тем, кто заинтересован в своей жизни, кто является самодостаточной девушкой. Вот таким дарят. Если ты видишь в этом человеке весь мир, то он не чувствует важность и нужность, как будто бы показать тебе, что он именно тот человек, которого ты должна выбирать. Вот. Самый дорогой подарок от нижнего? Ну, наверное, iPad и Apple Watch от одного человека. Ты можешь взять, повести своего клиента в бутик, и чтобы он скупил тебе, например, какую-то вот часть этого бутика? Если формат взаимодействия такой, то да. Не каждый финансово обеспеченный человек готов дарить.
некоторые финансово обеспеченные люди приходят строго на практику какую-то конкретную, которую оплачивают там строго ее виртуально или реально, будь то. Вот. Если человек готов дарить, если внутри него есть какой-то отклик насчет меня, моего образа, моей женственности, того, как я себя подаю, возможно, какой-то перенос психологический, вот тогда да. Если человек просто ходит за практикой, тогда нет. Тебе предлагали стать содержанкой? Да, но это было вне формата госпожи. Это было просто в жизни, когда я жила свою жизнь, и были люди, которые мне это предлагали. Сколько сегодня у тебя стоит сессия? От 15 тысяч реальная сессия, А в за реальной допы? жизни. Ну, обычно обговаривается сразу, вот, ну, не знаю, 100 плюс 5, если там плюс 5. Я люблю 5. Акция все по 5? Все плюс 5. Да. И до какой суммы может плюс 5 доходить? Да зависит вообще от времени, сколько человек провел. Если, может, человек пришел на час, и он захотел все попробовать. Вот у меня такое было. Это был новичок в теме. Он просто пришел и говорит: я просто зашел на канал, просто мне понравился вот этот вайб. Я записался, конечно, на ножки там, но я не знаю, может быть, что-то еще попробуем. Ну вот мы пробовали так до 55, по-моему, что такое дошло. Как когда на маникюр... Ой, ну я только на ноготочки, но еще педикюр, Да, да, бровки, меня постоянно так реснички. разводят, кстати. И это А работает. втирочку сделать вам, а дизайн? Слушай, ну имеет ли смысл вообще тогда проводить реальные сессии? Зачем они тебе, если за вирт можно получать гораздо больше деньги? За вирт можно получать много, но это не всегда так. То есть это может быть человек, который много принес, а могут быть такие вирты, которые, ну, строго по прайсу. Вот. И реальные встречи дают за этот час, который будет обычный вирт идти, там, ну, полчаса или час, они дают там, не посчитаю, во сколько больше, но больше. С точки Вот. зрения закона, то есть вот как твоя деятельность устроена? Ты делаешь что-то противозаконное или есть какие-то рамки, куда ты укладываешься? Не знаю, не изучала этот вопрос, но я так думаю для себя, что не оказывая интим-услуги, я не попадаю под какие-то законы и так далее. Но я думаю, что все можно притянуть тогда, когда есть цель конкретного человека Докопаться. Да, Да. вот. Самая страшная вещь, которую тебя просили сделать за деньги? Скорее из таких аморальных вот вещей были ситуации, когда люди просили сделать с ними что-то, как-то их поунижать и так далее при детях. Вот такие аморальные были. Ну, и, конечно, я это не практиковала, я не соглашалась на такие вещи, но такие запросы были. Как ты понимаешь, что все пошло не так, вот сейчас нужно все это заканчивать и человека выгонять? Ну, наверное, сначала стоит сказать, в принципе, о границах. Я обозначаю, что меня нельзя трогать выше колена. Вот, и сообщаю о том, что, ну, если спрашивают прям совсем какие-то, потому что, ну, редко возникают какие-то предложения сексуального прям характера, но если я чувствую, что это стоит обозначить, я обозначаю, что интима нет, контакта слизистых нет. Вот, ну, поцелуев каких-то, это тоже понятно. Человек обычно, который приходит, он понимает, что это за сфера. Люди, которые не понимают, они начинают задавать вопросы про секс, и таких людей я сразу отметаю. Вот и все. Было ли когда-нибудь такое, что твоя работа для тебя становилась опасной, что твои клиенты представляли какую-то угрозу? Было такое, то, что у меня был сталкер, вот, который ходил за мной по городу, где я находилась. Он мне присылал фотографии, присылал местоположение. Вот, и это меня пугало, но это не зашло как-то дальше, чем оно было. Ну, кстати, вот не так давно, месяца, наверное, 2 назад, мне написал в Телеграм человек, записал голосовое сообщение, я услышала по голосу, что это тот человек, который за мной следил. Ну, у него специфичная манера речи. Вот я его узнала, заблокировала, ну, слава богу, я не жила уже на тот момент в том городе. Вот, такая была история. Потом, ну, была история, когда я провела сессию, которая прошла на ура. Чувак прям максимально был нижним, слушался, все окей. Через какое-то время, может, через неделю он мне пишет:
приезжай, я тебя буду жестко. И я такая думаю, о. А я приезжала к нему домой, и больше я к нему не ездила. Все, ну сейчас я не езжу домой. Сейчас я только в отеле. Есть ли какая-то специальная система, по которой ты себе обеспечиваешь безопасность? Если это реальная встреча, я вижусь только в отеле, вот, потому что, я считаю, что человек, который пришел в отель, имеет меньше мотивации меня убить и изнасиловать, чем человек, к которому я приехала домой. Беру предоплату, чтобы точно приехал, и, отбитые какие-нибудь предоплату не вносят. Всё. Отель и предоплата. Ты общаешься, и, насколько я поняла, с многими другими из фемдома. Насколько правдива эта история, что однажды парень пошел к госпоже, его там а потом зашили обратно? Ну, в принципе, все, кто приходят, они приходят с готовностью, и они сообщают, на что они готовы. То есть, когда, например, даже у себя в канале я пишу посты по типу «3 госпожи принудили к...» Это всегда добровольная история. И там даже когда я пишу «слив реала» и так далее, понятно, что это громкий заголовок, но все это оговорено. Человек согласен на съемку, согласен на эти практики, согласен на этих домин и так далее. То есть всегда так. Сколько у тебя сейчас на попечительстве и насколько долгие эти взаимоотношения? Ну, если говорить о подписчиках, вот у меня сейчас уже близится к 6000 подписчиков. Вот. Насчет постоянников, они все такие, что они сегодня приходят, завтра приходят, потом пропали на месяц, потом опять пришли, а могут и не вернуться. Это абсолютно нормальная история. Вот, и нормальная история то, что они ходят и к другим госпожам, потому что люди хотят разнообразия, это окей. И они выбирают, они присматриваются. Я как бы нижних не считаю как своя собственность. Они есть, когда они приходят, когда мы мэтчимся в настроении, в запале внутреннем. Мы делаем. У тебя есть бытовые? М, Потому что я живу за границей, у меня нет бытовых очков. Вот. И на самом деле я считаю, что уборка это такая медитативная вещь, которую только я могу сделать хорошо и качественно. Бытовые очки чаще всего это люди, которые, на моем опыте, которые не очень хорошо выдраивали полы. Я не знаю, может быть, у меня ОКР, что я определенным образом мою свою квартиру и никому не позволяю вносить какие-то поправки в это. Вот, поэтому у меня, если бытовой приходит, это не с целью, чтобы он убрался у меня дома, это просто практика, которую он хочет выполнить, это его фетиш, а не про то, что мне необходимо там помыть посуду. Я сама помою посуду так, как мне надо. На твой взгляд, почему мужественные, брутальные мужчины ходят к тебе? Зачем им это? Скала же. Смотря какие мужчины. У меня, кстати, очень много мужчин, которые ходят в зал и колят тестостерон, стероиды и так далее, ну вот эти все спортивные штуки, в которых я не очень разбираюсь, которые вызывают как раз-таки вот такой гормональный, если можно так сказать, дисбаланс, и возникает эстроген еще в организме, и им вот хочется, чтобы ну, из них сделали таких вот шлюшек немножко. Это отдельная категория там с залом и с гормонами. Есть просто люди, которые хотят каким-либо образом выплеснуть свою энергию накопившуюся. Есть просто мужчины, которые никак не связаны с феминизацией, они просто приходят на подчинение какое-нибудь, на унижение, даже, возможно, жесткое. И чаще всего это люди, которые имеют какую-то доминантную позицию на работе или в семье. Это чаще всего психологическая энергия. Я считаю, любой секс, любая сексуальная практика — это про то, что человек выражает что-то, что происходит в его обычной жизни, он выражает через секс, он так отыгрывается, скажем так. Вот. И в моей сфере чаще всего это люди, которые держат очень жесткий контроль над своей жизнью, и вот они приходят, чтобы его отпустить. То есть, получается, психология несколько реверсивна. Сегодня я начальник, но я хочу, чтобы за меня кто-то принимал решение, в данном случае это ты. Конечно, да. Почему мужчинам нравится феминизация? Я думаю, что в каждом человеке есть мужское и женское. Это, ну, как бы общество подразделяет. Мужчина вот такой, мужественный, правильный, сильный, зарабатывает деньги, и так далее. Не всем это подходит. Сексуальная сфера — это вообще такая обширная и переменчивая штука, что сегодня так,
Сегодня человек на одно, я по себе даже скажу, я сегодня на одно, а завтра вообще на другое. И поэтому я не считаю, что мужчина, который приходит на феминизацию, это все вот он на всю жизнь, там какая-то шлюшка или что-то такое. Сегодня так, завтра по-другому. Может быть, на всю жизнь так. Это очень хорошо, когда человек нашел выход вот этому своему, ну, как мы называем, женскому, да. Это очень хорошо. Потому что когда человек это подавляет, он вынужден сохранять какую-то роль, вынужден напускать на себя вот эту вот маскулинность, да. Это очень хорошо, когда он может и так, и так. Еще лучше, когда он может так проявиться в отношениях. У мужчин физиологический оргазм происходит гораздо проще, но психологически им тоже нужны какие-то нюансы. Проблемы в отношениях, я считаю, происходят из-за недостатка коммуникации. Вот. И некоторые приходят к госпоже как раз-таки из-за недостатка коммуникации в своих отношениях. Вот. Некоторые приходят осознанно, не внося в свои отношения какие-то такие свои потребности и нюансы. Вот. Это абсолютно нормально. Хорошо, что человек, окей, не находя в отношениях реализации этих потребностей, он может найти это где-то в другом месте. Вот. А не копить в себе вот эту энергию и так далее, и потом, я не знаю, кричать на свою жену. Все, он пришел, его он довольный, пришел жене, чмокнул в щечку, и все. Как думаешь, это измена? Я думаю, что это фактор сексуального взаимодействия. И для многих женщин, которые придерживаются взглядов моногамии в отношениях, это будет изменой. Вот, я не буду говорить про то, что нет, это не измена, забейте, вообще, ваша женщина не права. Здесь каждый просто сам решает, что для него допустимо в отношениях, а что нет. Ну, у меня немножко размыты границы измены. Для меня, например, в моей личной жизни измена всегда это моральная привязанность и приоритетность к другому, ну, приоритетность другого человека. То есть, когда твой партнер ставит приоритетным кого-то другого, влюбляется в него, проводит с ним время, мило там пьет чай, вот это измена. А для меня, там, если человек сходил к госпоже, ну, условно, там его там попиздили по жопе, ну, я не считаю это изменой. Вот, но я знаю, что другие люди считают по-другому. У тебя есть бойфренд. Как ты выстраивала с ним отношения? Как ты ему сказала о том, что ты госпожа, и это твой основной источник дохода? Я была с ним знакома до того, как я начала прям реально встречаться в этом формате. Вот. И как раз-таки я довольно спокойно ему сказала, потом, когда эта деятельность уже началась. Ну, это было изначально у нас с ним такое общение, как вне формата, что мы вот встречаемся. И на том этапе я не считала нужным откровенничать и так далее. Вот, на этапе, когда мы уже решили осознанно и серьезно подойти к обозначению каких-то границ того, что мы пара и мы в каком вообще формате мы встречаемся, когда вот эти все нюансы обговаривались, то абсолютно спокойно это было озвучено, да, моя деятельность, и он к этому совершенно спокойно отнесся. Ну, он прогрессивный человек, он не какой-то там ханжа и так далее. Ну да, всё. Но он принимает участие в твоих видео, которые ты снимаешь интимного характера и выкладываешь в другом телеграм-канале, продаешь Да, подписку. приватный Как ты его канал. на это ломала вообще? Как это было? Какая была реакция? Я думаю, что стоит просто сказать, что я веду приватный канал, который нацелен на тематику по куколд-фетишу. Соответственно, это нижние, которые хотят посмотреть на секс их госпожи с настоящим мужчиной, с альфа, коим они не являются, и они хотят даже подтверждения и доказательства того, что они этого недостойны, а вот этот мужчина этого достоин. Как возникла такая идея? Мы просто переехали за границу и такие, мы же могли бы это монетизировать. Все. Вот. С точки зрения, как поставить там картинку, визуал красивый, это, ну, несложно. Вот. Мы это сделали. Я создала канал. Бац-бац, все. Я трудоголик. Вот. И мне кажется, вообще за успешными людьми стоит такая черта, как трудоголизм в какой-то степени. Вот. И я еще и визуал. Я люблю визуальный контент. И когда я делаю контент, я всегда на него смотрю и ну, как бы себе внутренне задаю вопрос. На такой контент у другого человека я бы смотрела. Это визуально приятный для меня контент, эстетичный или нет?
Вот. Плюс какие-то артистические данные у меня есть, что я могу войти в какое-то эго-состояние и прям искренне это сказать, не наигранно, не по прописанному тексту. Вот. Бывает утомляет, когда утомляет, делаю паузы. Вот. Но когда делаю паузы, вообще в любой деятельности, не только в этой, я испытываю вину и в скором времени продолжаю и снова этим заряжаюсь. Как бы вот такой круг. Твои родители знают, чем ты занимаешься? Моя мама знает, чем я занимаюсь. Как это произошло? Мама, я госпожа. Вот как ты ей рассказала? Даже не помню. Я помню, что я, когда только начинала, я ей сказала о том, что мама, знаешь, такая вот золотая жила есть, мужчин унижать за деньги. И она сказала, ой, что ты, поаккуратней с этим. Это же мужчины, они же могут тебя обмануть, они могут тебя изнасиловать и вообще унижать мужчин за деньги, что? Потом, когда просто это вошло в обиход, мама приняла просто это как данность. Вот я госпожа мама. Вот Ты- смотри, какой контент я делаю. Ну, не жесткий, конечно, но что-то показываю. И как она реагирует на контент? Она меня поддерживает, она даже мне дает какие-то идеи. Она мне говорит, ты знаешь, а можно вот для них такое создать? Ты знаешь, вот ты можешь в канал придумать и написать даже вот такими словами. Мама мне в этом плане помогает. А мама кем работает? Мама не работает, мама у меня уже пожилая, она на пенсии. Вот. Ну, То есть для человека такого возраста это довольно прогрессивно принимать такие вещи. Ты не боишься, что кто-то из твоих близких окружения увидит твой контент? Или для тебя это не табуированная тема вообще? Знакомые друзья, мне абсолютно все равно. Если эти люди меня принимают, то они меня принимают. Если говорить о семье, то я не готова перед каждым членом своей семьи к такому каминг-ауту, скажем так. Вот. Но при этом я считаю, что я каждого из них принимаю таким человеком, каким он является. Я принимаю своего отца, принимаю его за его недостатки и так далее, за какие-то вещи, которые меня обижали в детстве и так далее. Вот, я его принимаю за его выбор, который он делает, там, делал тогда, делал сейчас. И поэтому как будто бы я подразумеваю, что даже если это им не близко, то я ожидаю хотя бы какого-то такого необсуждения этого, если они не узнают, и им это не близко. Вот. Насколько я поняла, тебя довольно жестко воспитывали. С рукоприкладством? Как вообще это все было? Ну, нет, без рукоприкладства. Ну, такие какие-нибудь там были шлепочки. Ну, жестко меня не били. Мне кажется, что у меня просто очень манипулятивная мать довольно, и отец довольно истеричный. Вот. И как бы, когда я была маленькая, я все время была в таком вот ощущении, а что будет сейчас? То есть какую эмоцию выдаст мой отец или моя мать? Будут ли они истерить и будут ли они негативно реагировать на мою тройку, грубо говоря? Либо они скажут, ничего, все нормально. Потому что бывало и так, и я никогда не ожидала, как будет сейчас. Вот. И я думаю, что в этом плане это развило в том числе и мой артистизм, и эмпатию. Эмпатию в том плане, что я хорошо считываю эмоцию человека, предугадываю, как он себя сейчас поведет и как мне себя повести в этой ситуации. Вот, поэтому я думаю, что в этом плане это, ну, я это использую как плюс для себя и как точку развития. Вот эти вот сложившиеся паттерны, которые у меня есть из детства, использую как точку развития. Вот. Ты работаешь на очень большую аудиторию, но рано или поздно, вполне вероятно, у тебя будет момент, когда тебе захочется завести свою семью. Ты об этом думала? Да, я думаю, что, ну, по крайней мере, я такие ставки делаю сейчас на человека, с которым я встречаюсь, я к нему очень серьезно отношусь. Его отношение к этому всему уже известно, а насчет Детей. детей, я думаю, что у меня такой вообще план. Я не хочу вынашивать ребенка, я хочу суррогатную мать, которая с моей яйцеклеткой и сперматозоидом моего партнера выносит этого ребенка, вот, а я при этом буду заниматься своими делами и продолжать свою реализацию и так далее. И когда у меня будет ребенок, я не думаю, что это повлияет как-то на его повседневную жизнь и так далее. Если даже благодаря медийности какой-то, ну и вот эта фраза «все, что попадает в интернет, остается в интернете навсегда»,
Я думаю, что если мой ребенок об этом узнает, то, я надеюсь, он узнает это в более-менее осознанном возрасте. Вот. И в осознанном возрасте я уже могу ему объяснить, как и что. И я надеюсь, что я буду воспитывать человечка, который способен на принятие, так же, как и я способна на принятие его в тот момент и в дальнейшем. У госпожи есть, как у балерин, какой-то срок, который они работают, а потом они переходят в другую сферу? Или это без срока давности Я видела история? очень старых госпожей. Я даже с одной хочу сделать коллаборацию, признаюсь честно. Вот. Ну, есть такие прям дамы в возрасте, типа 60. И вообще в сексуальной сфере, я думаю, что нету такого ограничения по возрасту. Кому-то нравятся милфы, кому-то нравятся молоденькие девушки. Вот. Это даже не относительно там доминирования. Вот. И поэтому, так как сфера вот госпожи и доминации очень сильно пересекается с психологией и с какими-то переносами и ранними детскими, чаще всего юношескими впечатлениями у мужчин, за которыми они приходят вновь и вновь их прожить, а, могут быть такие вещи, что ему как раз-таки нравится и взрослая госпожа, потому что у него была мать или бабушка похожая, вот с таким вот голосом и так далее. Это все вот нюансы не играют роль. И голос, и манера жестикулировать и так далее. Каждый ищет вот свою госпожу, свой какой-то перенос, свою мамочку. То есть это история про профессионализм, личные предпочтения. Да, да. О чем ты сейчас мечтаешь? Я бы хотела переехать в Европу, перевести маму за границу. Вот так. Ну, это цель, скорее, это не мечта. Ты помогаешь ей финансово? Да. А где она живет? Ну или просто регион назови. Краснодарский край. А куда в Европу? Я планирую переезд в ближайшие полгода в Германию. Вот. Но маму, думаю, не туда. На твой взгляд, как обладательница огромной аудитории мужской, чего хотят мужчины? Быть услышанными. Все. И принятыми. Это самый главный нюанс, который не обязательно стоит относить к доминированию во всех сферах. Все люди хотят быть услышанными и принятыми. Друзья, наш выпуск, к сожалению, подходит к концу. Я жду от вас, конечно же, ярких реакций, подписку на канал, на мой и, конечно же, телеграм-канал Милы. В общем, лайк, подписка и спасибо видеостудии «Эфирная». Мы тебя очень любим за классное, вайбовое место. Всем спасибо и пока-пока.